В 1993 году компания Suzuki выпустила для своего рынка спортивно-туристический мотоцикл Suzuki RF400, за основу которого была взята старшая модель Suzuki RF600, получившая двигатель от 400-кубового джиксера. В последующем на RF400 ставился также мотор от красноголового 400-кубового бандита. Данная версия отличалась обозначением VC на пластике, красной крышкой ГБЦ и красными тормозными дисками. Появился RF400 в качестве ответа на сверхпопулярную модель Kawasaki ZZR400, которая долгое время являлась практически монополистом в классе 400-кубовых спорт-туристов. В итоге в какой-то момент Suzuki даже удалось обойти Kawasaki по продажам. В целом, серия 400-кубовых японских мотоциклов класса Sport Tour стала отличной альтернативой спортам и дорожникам той же кубатуры. Не отличаясь размерами от старших версий, она имела совершенный на то время спортивный внешний вид и комфорт классического дорожного мотоцикла. Сердцем RF400 является рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 53 лошадиные силы максимальной мощности и 38 ньютон-метров крутящего момента. Максимальные характеристики мотора достигаются на 9,5-11 тысячах оборотов в минуту. С 1994 года, как упоминалось выше, появились версии с изменяемой системой ГРМ VC, которая позволила увеличить максимальные обороты двигателя с 15 до 16 тысяч. RF400 получил довольно узнаваемый и визуально привлекательный облик, который пришелся по вкусу покупателя. Прямоугольная фара, вытянутые прорези, напоминающие жабры на боковом пластике, стремительный силуэт. Все это заметно выделяло RF400 из потока, благодаря чему он смог составить конкуренцию знаменитому Зизеру, не уступая ему ни в мощности, ни в динамике, да и по остальным показателям тоже. Заявленный производителем расход топлива на Suzuki RF400 весьма достойный. В городском режиме 6,5 литров на 100 км пути, в смешанном 5 литров, ну и минимальный, если двигаться со скоростью 60 км в час, около 3 литров. В 1995 году Suzuki RF400 был модернизирован, получив часы, цифровой одометр, усиленный подрамник, электрический привод спидометра и кое-какие другие мелкие изменения. От 0 до сотни RF400 мог разогнаться за серьезные 5 секунд, а максимальная скорость составляла около 200 км в час. В 1997 году в продаже осталась только красноголовая версия Suzuki RF400. В 1999 году была чуть доработана подача топлива, но уже через год мотоцикл был окончательно снят с производства.
заключение можно отметить, что Suzuki RF400, как и главный его конкурент ZZR400, вовсе не спортбайк и даже не совсем спорт-турист. Это просто одетый в пластиковый обвес классический дорожник с измененной в сторону большей спортивности посадкой, дружелюбным характером и хорошими тормозами. Он отлично подойдет в качестве первого мотоцикла новичка. Жаль только то, что с каждым годом мотоциклов в хорошем состоянии становится все меньше и меньше. What?